Ну что, Лен, полезешь? Вода ключевая, холодная. Прямо из родника. Здравствуйте. Добрый день, молодой человек. И вам добрый день. Добрый не бывает, когда не пьешь. А сколько вообще в деревне человек живет? Ну а средняя зарплата вот какая здесь вот в деревне у людей, если так вот взять? Пацаны, рассмешу вас. Ну-ка. Ночью в 2 часа проснулась. Вот, ребят, смотрите. Никогда не видел сметаны по консистенции, похожей на творог. Вас подлечить национальным напитком? А какой у вас национальный напиток? Самогон. Самогон? Всем привет! Сейчас я нахожусь в столице Республики Марий-Эл, городе Йошкар-Ола. Многие из вас в своих комментариях просили меня показать, как живет российская глубинка, как живут в деревнях. Ну так вот, сейчас я отправляюсь в одну из таких деревень. И не просто деревня, деревня, можно сказать, на отшибе. Туда даже не доходит общественный транспорт. Транспорт доезжает до определенного места, и после этого места, если у вас нет личного транспорта, придется еще идти пешком километров 7. Ну что ж, доедем, посмотрим, и я вам постараюсь показать настоящую деревенскую жизнь в российской глубинке. Ну что, ребят, приехал я в эту самую деревню, которая как бы на отшибе. Называется она Визимбирь. Вот не гуси около пруда. И еще местные окрестили ее Марийского Швейцаря. Здесь я буду жить, можно так сказать, в гостиничном комплексе. И что он из себя представляет, я вам сейчас покажу. Купание запрещено, но сказали, что купаются здесь люди. Там даже лесенка есть для входа в воду. Там разные домики, которые имеют разное назначение. В некоторых домиках можно жить, в некоторых отдыхать. Тут есть баня. Есть баня. И здесь нет газопровода, нет центрального водоснабжения. Соответственно, туалет и там душ, все на улице. Но здесь есть большой неоспоримый плюс, по крайней мере для меня, то, что здесь вся вода родниковая. То есть полностью все родниковое. И баня на роднике, и умываешься родниковой водой. Соответственно, душ тоже на родниковой воде. За это дело я отдал за двое суток 5000. Первые сутки 3000 рублей, вторые 2000 рублей. Но сюда уже включена ежедневная баня. Что за баня, я вам сейчас покажу. Обязательно хочу отметить такой момент. Вот такой приезду чай, нас сразу встретили натуральным травяным чаем. Клевер. Ой-ой-ой. А какие здесь травы находятся? Сейчас некрасиво будет. Знаете, как сейчас воду налью? Зверобой, малина, клевер, смородина, клевер и яблоки. Ага. Райские. Райские яблоки? Здорово. Братья Демидовы тоже там же, да, нет? Да, вы прямо как это, историк какой-то, все знаете. Я все знаю. Я вообще только тетрадь и ручка рядом, чтобы быть эрудированным. Чтобы угадывать. Дома сидим все зимой иногда. Ой, спорим. Я больше всех знаю все равно. Опыт жизненный. И хоть и не все знать. А вы здесь в этой деревне живете, да? А? Вы в этой деревне живете, да? Да. Это вот родниковая вода сейчас. Да. Здравствуйте. Здрасте. А это кто вот такие? Это просто проверяется здесь. Да. Да. Это, наверное, наши Они местные. тугие, конечно. Они, это кто-то, медведевские? Были здесь, что ли? Конечно, были. Давно. Это вы чай такой делаете? Да. Смотри-ка, ты Смотрите, вот Тула, родина. Тула это рядом с Москвой, если не знали. Ну все, откуда Тула не знают? Не, некоторые не знают. Баяны, гармонии. Да, все верно. 180 километров. Точно. Точно. Я даже знала, там герои Советского Союза кто были. Борис Сафонов, там еще какие-то были, тут точно не помню. Сушеные мешочки, этот клевер. А? Не в Куженере, я здесь работаю, просто у меня язык подвешен. Нет, в Визимбире, национальном. Был, сейчас нету. У нас Чалай Василий был, стихи его. Хотите, прочитаю? Про Марию Давид? Ну, давай. Про вас. Может, это может? Где может? Угуч Васляш Пернаган, он Чалмет сейчас палым. Он Каэру Саперналом и Тазнетом Пелештень. Он Чалаш Ятуэтом.
Кирветерген тарвана, мый шижам, чон гюлеметым шӱм-кылетше пудрана. Ушко чоклек тудо пагыт, иктаж-мом гынат шарнет. Так арамак кудалталын, кодыметым чаманет. Угыч вашлияш перна гын, ончалмет гычак пале. Ом кайырдыш савырналын, иктаж мутым ыштем. Если встретиться придется, Не пройду я стороной. Не пройду Посмотрю я в твои глаза и вспомню былые наши времена. Я вижу в твоем сожалении, что мы с тобой расстались. Вижу в твоих, что ты снова как будто хочешь встретиться. Ну, нет, ну все уже не суждено. Ну, очень лучше он сказал. Это марийский язык. Это марийский. Здорово. У вас тоже есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарно ветера. Ну что, ребят, вот вам и глухая деревня, в которой люди по памяти читают стихи на 2 языках. Многие ли в городе так смогут сделать? Ну что, неужели сейчас вот в деревне, в Мариэл, есть язычество? Да. Да? Да, есть карты, здесь очень развивается. Ну и кому люди поклоняются? Солнцу и небу? Да. Когда оговорим, когда посеют все Угу. солнцу, за то, чтобы был урожай. А потом через 3 года жертвоприношение туда, в это, через каждые 3 года помарил, все это собрано. А жертвоприношение это кто там? Куры? Баран? Баран из деревни собирается. Если уже все марийские, или и это быка. Быка. Да, да ведь они молятся ведь не только для деревни, для всей планеты Земли. Чтобы был дождь, чтобы был урожай, чтобы люди были сыты, жили в дружбе. Понятно. Там никого нет ведь? Нету. За огнем. Так, ну прям перед нами баня. А вон та собака вчера стырила у нас целую тарелку шашлыка, когда мы буквально в баню отлучились на 10 минут. И целую тарелку куриных крылышек. Ну что, давайте покажу вам баню. Вот здесь, короче, мангал. Вчера нам здесь приготовили травяной чай. Было приятно с утра его холодный попить. Вот. Вот баня. Ну, предбанник, соответственно. Здесь веники. Что очень важно, вот эта вода, она родниковая. То есть постоянно текет проточная родниковая вода. Вот парилка. Вот парилка. А здесь выход. Здесь выход в бассейн, который полностью на родниковой воде. И вода проточная. Ну вот, можете здесь посмотреть. Полностью проточная вода. То есть как бы все приближено к максимально натуральным условиям. Баня из дерева, родниковая вода. Как по мне, так это вообще просто здорово. И очень большой плюс. Ну, кто стесняется, там можно загородиться. Вот здесь вот еще родники. То есть как бы вот эта местность, она сама по себе известна тем, что здесь очень много родников. Ну а здесь вот для большой компании место. И то есть отдав вот эти 5000 за 2 суток, вот эта база, она полностью в моем распоряжении. Здесь вот еще домик, в котором еще стол, ну и микроволновка с холодильником. Ну и опять же столы для больших компаний. Ну что же, настало время опробовать бассейн с родниковой водой. Из парилки и сразу бассейн с холодной родниковой водой. Это непростое дело. Но буду пробовать. Пошел в парилку. Ну что, Лен, полезешь? Вода ключевая, холодная. Прямо из родника. Можно я сразу прыгну? Ну прыгай. Все выплеснется наружу.
Ну что, понравилось? Очень. Очень? Очень. Куда, в парилку? Да. Погреться немножко. Настоящая деревенская баня. Да, все из дерева. Вот хочу отметить то, что как бы баня особо никого не удивишь. Но вот именно то, что это баня на родниках, на родниковой воде, вот главное такое качество, такое преимущество. И очень здорово, что здесь лавочки не покрыты лаком, потому что лак тоже приносит вред организму большой очень. Здесь все натуральное, дерево, вот как срубили его, так и положили. Да, вот я полностью с этим согласен. Очень здесь дышится настолько хорошо, вот даже в саунах, в которых часто бывали, такого У вот... городских имеешь в виду? Ну, конечно, да, в тех, которых находится. Такого вот ощущения, такого впечатления никогда не было, как вот от русской бани. Вот она вот действительно русская, как раньше парились. Да. В русской бане, да. Веники перед парилкой должны пройти специальную подготовку. То есть 20 минут в холодной воде и 5 минут в горячей. После чего их можно применять по назначению. Раньше не знал, а оказывается, существует массаж березовым поленом. Сейчас попробуем на практике. Это хозяйка, ну, моя жена. Понятно. А вот, кстати, владелец всей этой базы отдыха, зовут его Иван. Он нам сейчас покажет немножко, там есть колодцы какие-то старые, древние, да? Да, да. Мои... Ну, сейчас мы ближе к колодцу подойдем, и вам я поближе расскажу. Ага. И чтобы вы видели, как бы... А сколько вообще в деревне человек живет? Где-то 132 человека. 132 человека? Да. Домов, дворов 40. 40 дворов. Ну, а вот люди, которые здесь живут, как бы здесь, я так смотрю, особо предприятий нету, где они работают? Кто в это ездит, кто у нас в столице работает, кто-то в Москву ездит. В Москву ездят? Да, на заработки. Ну, а средняя зарплата вот какая здесь вот в деревне у людей, если так вот взять? Тут я только видел, у вас здесь только работает один магазин, и то продавщица в любой момент может взять и уехать. Да, да, может быть, потому что население в деревне людей мало, и потребность общепита, ну, то есть продукты питания, это очень мало, редко приходит за день. Ну да, Так, заработная плата где-то в месяц, наверное, кто как, где работает. Если по Колымам ездят люди, то есть в Москву ездят, так, люди, ну, в среднем получают под 40, по 30 в месяц. Но многие едут именно в Москву, да? Именно в Москву. Но они, наверное, уезжают в Москву там на сколько? На несколько месяцев сразу, я так предполагаю. Смотря какая работа, да. Если вахтовый метод, да. А вот именно те, кто здесь работают, там в Мариэл, там Йошкар-Оле, или там где-нибудь здесь, вот здесь у вас вроде птицефабрика какая-то еще есть? Да, птицефабрика Кашевская есть, да. А сколько вот на птицефабрике люди получают? Смотря сфера какой работы, смотря какая работа у них, но примерно 13, 12, 11 тысяч в месяц. 11-13 тысяч примерно? Да. А. Ну, согласитесь, это в деревне на это нельзя даже прожить. То есть и даже в городе нельзя прожить за эту сумму. Ну да, немного. В деревне у нас пока газификации нету, отопление все печное, дрова. Одна тележка дров, например, стоит уже под 7 тысяч. О, ничего себе. А на тележку дров насколько хватает? Тележка дров, если зимой все это топить вместе с баней, где-то 3-4 тележки надо. Угу. 3-4 тележки, это насколько? На зиму? На зиму. На зиму, да. Ага. Понятно. Так что вот люди некоторые здесь работают, некоторые вот по большому счету ездят в другие города, как бы Казань вот есть, люди ездят, в Москву, там они поболее зарабатывают и сюда приезжают хорошими деньгами. Для нас это хорошие деньги. Но 40 тысяч это и для моего города тоже как бы неплохие считается. Ну да, но знаете, физическая работа,
Мгм. Когда уезжаешь на заработки, ты с утра до вечера работаешь, до ночи. Ну да. Физической нагрузки это очень сильно идет. Ну а вот так вот сейчас вот были вот всякие в Москве там протестные митинги. Вот вы как относитесь к этому? Положительно, отрицательно или нейтральная сторона? Или не следите вообще за этим? Ну да, по новостям смотришь-то какие-то что-то моменты бывают, но я не политик. Не политик? Я не политик, да. Люди, значит, что-то не нравится им, из-за этого выходят они. Ну как бы да, свою позицию люди должны все равно показывать. Ну, да, должны показывать, но, Да, здесь, да, но, опять, против. но опять же есть там рамки закона. Хочешь показать позицию, и, там иди, как бы я сейчас свое мнение высказываю, иди там, регистрируйся и показывай свою позицию, а не то, что там, как бы, грубо говоря, захотел, пошел, начал бунтовать. По счету этого не могу даже сказать. Вот. А вот люди как бы здесь у вас в деревне интересуются такими вещами, политикой, или как бы... Конечно, конечно, есть люди, не всем все равно. Сравнивают сейчас в 21 веке, у нас сравнивают советскую власть, и сейчас какая жизнь. Самое больше вот так идет. Ну да, да, кстати, мы ехали, многие как бы действительно, даже вот ехали в маршрутке пока, некоторые сравнивали Советский Союз и сейчас. Ну и какое мнение у большинства людей, когда лучше, когда хуже или что-то? Какие-то моментами и советской власти хорошо было, в какие-то моменты и сейчас хорошо. Угу. Но самое больше, я думаю, люди сейчас, это сейчас хорошо. Ну больше возможностей. Больше возможностей и как бы... Да, обычно даже продукты питания, все можно сейчас купить. Да, так и есть. Да. А раньше этой возможности вообще ведь не было. Ну давайте посмотрим, вот здесь колодцы какие-то, да? Вот у нас эти 5 колодцев. Эти колодцы, они непростые. Раньше мои Поближе. прабабушки лен замачивали здесь. То есть конопляное масло это делали, все здесь. Раньше никакого навеса не было здесь. Чисто яма. Раньше и лопаты ведь железных не было, все деревянные лопаты были. Маленько яму сделали, вода куда родниковая накапливалась. Угу. И вот, у каждого свое было. Не дай бог на другой колодец залезешь. То есть вот здесь сколько? 5 колодцев, 5 колодцев, у каждого свой, да? Да, да. Мы хотели даже вот навес поставили, чтобы, ну, как бы грязь какая-то, листья не попали туда, чтобы чистая вода стояла там. Навес делали. Хотели даже имена подписать, но имена моя даже бабушка не помнит. А так взять-то имена, подцепить туда, это неправильно уже будет. Ну да. Мы искали, как вам сказать? В архивах где-то? В архивах, да, в архивах мы искали это, но у нас оборвалось это все. Потом уже не нашли. Не нашли. Да. Но вот эти колодцы сейчас рабочие? Они рабочие, все 4 колодца рабочие. То есть там вот эта родниковая вода, которая текет везде? Да, да, да. Просто единственное то, что один колодец, она застоявшая вода. Это вот этот крайний, да? Нет, там вверху крайняя. А. Добавочно вот сделали колодец, как бы, по старинке. Угу. Родниковая вода. Вода постоянно поступает сюда, постоянно вытекает. Угу. Проточная вода получается. А вот там какие-то скульптуры стоят у вас? Место для влюбленных. Адам и Ева. Где-то это... В сторонке вы их поставили, чтобы не особо было заметно. Ну да, потому что некоторые люди думают, это пошло. Поэтому в сторонке. Из-за этого стороночку поставили мы. А некоторые люди вообще даже им ничего не надо, там же столы, там же... Там он столик есть, лавочки, да? Там же перекусят, тут же посидят, отдохнут, пофоткаются, целуются. Как обычно, мужчина сядет рядышком женщина, а женщина сядет к мужику, мужчине как бы Адаму. Натуральное дерево, это росло в природе, то есть в лесу. А кто вообще вот в вашей базе отдыха отдыхает? Откуда люди там? С России? Может быть, за границу кто-то приезжает? Каждый год мы принимаем американцев, немцев, финнов, шведов, швейцарцы были, французы. В этом году встретили мы из Сирии. Из Сирии? Арабы были. О, ничего себе. А как они сюда попали? Они живут у нас, учатся в Йошкар-Оле, столица у нас Йошкар-Ола идет. Они учатся, мы, говорит, где только не были. А мы вас, говорит, в интернете увидели и наслышаны. Мы хотели сами почувствовать это все. У вас как все в старину.
Никаких камней таких ничего нету. Все по-деревенскому, все по дереву. Ну да, так и есть, я сам это ощутил. Даже водопровода нет, умываешься. Вот то, что мне нравится, как бы умываешься родниковой водой. Да. Некоторые люди говорят, надо воду родниковую освещать. А наши марийцы, женщины, говорят как? Она уже идет от Бога. А уже, как бы, понятно, от Бога. Да, родниковая вода уже от Бога данная идет. Угу. Ее не именно освещать. Одна компания у меня каждый год, каждый месяц ездит вот из города Йошкар-Олы. Они увозят отсюда воду примерно 80-100 литров. Я у них как-то спросил, а почему, говорю, вы столько воды берете с собой? Иван говорит, вы каждое утро моетесь? Я говорю, да. А я тоже моюсь, я только этой водой моюсь. И плюс то, что, например, дети болеют, внуки болеют. Некоторые ребенки и взрослые есть, инвалиды есть. Они вот этой водой каждое утро этих людей моют руки, ноги, лицо. Понятно. Каждое утро вот у них вот так. Ясно. У марийских женщин вот так. В общем, вот эта скульптура. Адам и Ева, да? Адам и Ева. Да, вот он Адам, вот на Ева. А вот здесь скамеечки можно посидеть влюбленным. И стол можно, да. А вот окружающая природа. Лес. Вот Природа у нас ничем не обрабатывается. Ну Все да. натурально. Да я пока ехал, вообще ни одного завода здесь не видел. Ну да. Ну а теперь давайте немного прогуляемся по деревне. Вот какие, только подошел к ним, сразу орать начали. Да. Дом год постройки 1968. Штука, типа как она, рында что ли называется. Сейчас полдеревни сбежится. Здрасте. Деревенский магазин. Зайдем посмотрим, что там есть. Здрасте. И вот это у вас, да, холодильник? Примерно через 15-20 минут я снова вернулся в магазин, чтобы совершить покупки. Так вот здесь работает магазин. Обеденный перерыв с 13 до 14. Продавец просто может взять и уехать по своим делам. Ну, там, правда, оставлен номер телефона, по которому можно позвонить и ее типа вызвать. В общем-то, сейчас позвонили по номеру, который оставлен на двери магазина, и выяснилось, что продавец просто уехал в Йошкар-Олу, и сегодня его вообще не будет. То есть один магазин на всю деревню, продавец в какой-то момент просто может взять и уехать. Не знаю, возможно, там по каким-то, скажем так, надобностям магазина, но тем не менее. Вот Иван пригласил со своей женой нас к себе в гости и обещал угостить нас супом из печи. Это как бы такие вещи я очень люблю. Вот именно такая кухня мне больше всего привлекает, чем, ну, грубо говоря, там столовская еда. Вот он дом Ивана. Зимба. Собаки тут гавкают. Вот черная маленько кусается. Кусается? Да, тихонечко. Вы заходите? Угу. Так, она щипает, но все равно неприятно. Вот такой деревенский дом. Деревня Визимбирь.
Все условия для жизни. Куда нам проходить? А, печка. Печка, да. Сейчас вы увидите с кухни. Здесь как бы плита Мгм. и печка. Здесь мы зимой и летом Готовить здесь еду, да? готовим, да. Это марийское блюдо. Как называется еще раз? Полушкамуна. А из чего оно состоит? Картошка, я вчера вам рассказывала вообще-то. Вчера мы были в таком состоянии, что не все запомнили. Картошка, лук, яйца, молоко, водички немножко, соль, масло, и все это в печи. Ага. Ну вот то, что вкусно было, я вчера помню. Ну, вчера вы ели это. Чё вы? А, вы это, баклажаны с яйцами, с ели. Сметана натуральная своя. Деревенская. Вот это своя? Да, сметана, да. Это больше на творог похоже такое, прям уж. Нет, нет, она в холодильник вот такой стала. А, Вот борщ, который это в печке делается, вы никогда не ели. так. Нет, я в детстве ела. В детстве, наверное, съесть самые большие, наверное, ели. Ну, Ну, прям чувствуется такой навар. Вот не просто на воде, а вот чисто такой наваристый борщ вкусный. Потому что в печке его обычно не делают. Так, тут сейчас попробую блюдо. Тут попробую. Национальное марийское блюдо. Кстати, вот в такие страны я приезжаю, всегда стараюсь попробовать именно национальную пищу. Вкусная. Похоже яйцо. Она очень сытная. Цветная капуста. Да, и отдает молоком. Но вкус такой приятный и нежный. Мне нравится. Цветы капусты там точно нет. Нет, а вот это привкус похож. Не знаю, может потому что в печке. На, это картошка. Это картошка. Может вас подлечить национальным напитком? А какой у вас национальный напиток? самогон. Самогон? Ну, мне кажется, у Елены, это, наверное, самый любимый напиток. Давай я в красивую посуду налью лучше. А вообще зимой народу много приезжает сюда, вот, допустим, если зимой? Зимой, конечно, немножко меньше. Намного меньше. Наливай. Потому что у всех работа. Ну да. А зимой мы делаем катание с гор. Ватрушки есть у нас. Не только А, дети. кстати, между прочим, да, Не я только- вот обратила внимание. Не только что- вот дети, а и взрослые катаются. Не всем вот некоторые хотят отдых так провести. А вот знаете, что заметил? Последние вот 10 лет люди сейчас все больше с малых лет, и либо взрослые, даже уже пенсионеры даже, все спорт. Спорт? Спортом. Так и есть, кстати, да, так и Самое есть. больше Да, щас так и есть. вообще, я вообще удивляюсь. Вот Скандинавская ходьба очень как бы это сейчас популярна, Да, 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 по парку да. гуляют. Популярно, но не каждый знает ведь, как ходить и как правильно дышать. А, там надо правильно ходить, дышать? Да, Конечно, да. это не просто так палки в руки взял и пошел. Там надо дыхание ведь правильное соблюдать. Ручку намазать, вообще Да. супер. Вот, ребят, смотрите, никогда не видел сметаны по консистенции, похожей на творог. Впервые вижу. Я сейчас попробую. Но очень вкусно. Но она же не кислая. Не, она очень вкусная. Это натуральная подожди. Это вы сами делаете? Нет, Нет? это тетя у меня делает. Ну, деревенские. Ну, всё это равно. да. О, Натурально, натурально. ну, Вкус вообще другой. Вообще, я говорю, вкусно. вот, вообще. Совсем другое. просто супер. Да. Просто супер. Можно даже ложками прям так. Да, есть. да, 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 да. ну Вообще, вот, вообще не ожидал. Вот, впервые я пробую такую сметану. Просто для меня это неожиданно. Я тоже не думала, что она так вот станет. Она же была как это. Ну, сметана как сметана была, а тут что-то отстоялось немножко. Ой, не могу я открыть. Ну а вечер перед отъездом мы провели под деревенскую гармошку.
На следующий день, после того, как мы уже выехали из деревни, мы встретили вот такого интересного человека. Гулять. Здравствуйте. Добрый день, молодой человек. И вам добрый день. Добрый не бывает, когда не пьешь. А когда, парень, не хватает у меня мелочи, есть немного? Лен, есть у тебя там Так много не надо, выпить хочу. рублей там 20 или 50? Я, знаешь что, не хвастаюсь, все прячутся, отсидели, а я отсидела. Участкового хлопнула. Правда, что ли? Не убить-то не убила. Первый срок-то за угон сидела, признаюсь. Но не я угоняю. До сей поры не знаю, как заводить машину. Понятно. Пацанов прикрыла, села, 6 лет дали кражи с угоном. А где эти пацаны теперь? И они мне в зону помогли. Ой, девочка, стоп, цыганочками. Ай, крашеные волосы. Твои такие не крашеные. А я вон хожу как. Пацаны, рассмешу вас. Ну-ка. Ночью в 2 часа проснулась. У меня мелочи в кармане. Думаю, где только здесь дежурный. И иду, рубашка на углу. Это было 2 года назад. Подхожу. Закрыто. Включалась не. Вот там пацаны стояли, курили. Я говорю, парни, дайте закурить. Они мне так дали, до сей поры из жопы дым валится. Или меня. Ты, мужик, наглеешь, что ли? Блядь, это открывает окошко, он Роза скажет. Вы чё бабу-то бьете? Чё это баба? Они отпрыгнули сразу. Сюда подвели меня, все кровище, рожа такая. Тебе что надо, баба? Я говорю, стакан вина с похмелья. Они мне бутылку денег дали. Извини нас. Да, бывает это в жизни. Не, а знаешь, еле до дома, а я у леса живу, дошла и сознание потерял. Сосед отсидел за убийство, сосед у меня. Правда, у него 2-й этаж. Скорую вызвал, скоро приехал в больницу. И мусора следом. Побой же. Кто такие? Да иди нахуй. Я уже уколов-то наширяю, легче стало. Я говорю, а я их знает. Не посадила. Но срок горелый. Я узнала одного, наш был. Он же знал, что я баба. Промолчал, но он трус. Но я не выдала, их не посадила. Понятно.